Nissan Murano всегда был особым кроссовером. С момента своего дебюта в 2003 году он отличался необычным дизайном и ломал привычные шаблоны, и именно этим он цеплял. Но потом конкуренты пошли вперед, и модель начала теряться на их фоне. В 2025 году кроссовер сделал шаг вперед. Четвертое поколение вышло на сцену с обновленным характером и свежим взглядом на стиль. Он стал смелее, динамичнее и ближе к фирменному стилю последних моделей Nissan. Здесь легко уловить ссылку на электрический Ariya, но Murano при этом сохранил собственное лицо. Внутри тоже изменения. Интерьер теперь выглядит дороже. Качественные отделочные материалы, продуманная эргономика и набор современных технологий. Все сделано с акцентом на комфорт. Именно на это Nissan ставит главную ставку. А под капотом новый турбированный двигатель вместо привычного V6. И вот здесь Murano снова появляется шанс заявить о себе. Да, дизайн может понравиться не всем. Отказ от шестицилиндрового двигателя кому-то покажется шагом назад. Но в целом перед нами кроссовер, не боящийся выделяться, предлагает современный уровень оснащения и остается верен своей философии – быть немного иным, чем остальные. Под капотом новенького Murano произошли заметные изменения. Вместо привычной шестерки теперь установлен 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор VC Turbo. Его связали с 9-ступенчатым автоматом, пришедшим на смену вариатору. Двигатель выдает 241 силу и 353 ньютон-метра крутящего момента. Да, мощность снизилась на 19 сил, однако крутящий момент вырос, а это плюс 28 ньютон по сравнению с шестицилиндровым мотором, а значит, динамика в повседневной езде должна ощущаться бодрее. Средний расход топлива заявлен на уровне 10,2 литра на 100 километров, на трассе около 8,7 и в городе немного больше 11 литров. Передний привод предлагается только в базовой версии, для всех остальных автомобилей доступен полный привод. Если говорить о комфорте и управляемости, у Murano появились новые амортизаторы. Теперь крен кузова заметно меньше, и машина держится на дороге увереннее. За комфорт и управляемость отвечает независимая подвеска. Спереди пружины, сзади многорычажная система, плюс стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади. Еще одна новинка – электронный усилитель руля вместо старого гидравлического. Платформа осталась прежней, поэтому колесная база тоже не изменилась. Все те же 2824 мм, а длина 4900, высота 1725. По длине и высоте кроссовер подрос буквально на пару миллиметров, а вот в ширину сделал шаг гораздо смелее. Сразу плюс 66 мм и теперь составляет 1981. Это заслуга расширенных задних арок. Интересный момент – аэродинамика. Вместо улучшения, как обычно бывает у новых моделей, коэффициент сопротивления вырос. Теперь 0,34 против прежних 0,31. Однако клиренс увеличился – 211 мм против 175 у предыдущего поколения. Угол въезда – 17,4, выезда – 23,8 градусов. Снаряженная масса – 2540 кг, а буксировочная способность – 680. По колесам стандартные и средние комплектации идут на 20-дюймовых колесах, вместо 18-дюймовых, как у предыдущего поколения, а топовая версия получила 21-дюймовые диски. Murano нового поколения сразу дает понять, характер у него остался прежним, но вид стал более свежим и современным. Среди заметных деталей – элегантно скрытые выхлопные трубы, обновленная радиаторная решетка с фирменной графикой V-Motion и динамичные светодиодные дневные ходовые огни. А раздельные блоки основных фар делают переднюю часть выразительной. Дизайнеры постарались добавить Murano динамики. Дугообразный молдинг на боковинах вместе с опционной черной крышей создает эффект заниженной линии крыши. В Nissan отмечают, что безопасность Murano – это не только привычная система помощи водителю. К примеру, боковые зеркала теперь перенесены с передней стойки на дверь. Обзор стал более удобным, водителю проще следить за ситуацией вокруг. Появилась и подушка безопасности колен переднего пассажира. Для задних сидений тоже есть свои улучшения.
усиление под сиденьем, преднатяжители и ограничители погрузки ремней безопасности. Все это помогает сделать поездку более спокойной и безопасной для всех, кто находится в салоне. А что касается самих систем помощи водителю, уже в базе кроссовер оснащается Nissan Safety Shield 360. Здесь есть и удержание в полосе движения, и адаптивный круиз-контроль, и контроль слепых зон. Все, что делает повседневные поездки более спокойными. А в топовых версиях появляется ProPilot Assist. Это улучшенный круиз-контроль, который смотрит вперед по маршруту и сам замедляет скорость перед поворотами. Также топовые Murano получают 3D-обзор на 360 градусов, показывающий автомобиль сверху и позволяющий выбирать одну из 8 виртуальных точек вокруг машины. Еще есть Invisible Hood View. Благодаря этой системе вы можете смотреть сквозь капот, что помогает точно оценить расстояние до бордюров и других препятствий. Салон нового Murano делает упор на комфорт и стиль. На приборной панели обращают внимание два 12- и 3-дюймовых дисплея, один для водителя, второй для мультимедиа, объединенные в единый блок. Центральный сенсорный экран предлагает и развлечения, и всю необходимую информацию, а также поддерживает беспроводное подключение смартфона. В топовых комплектациях можно использовать Google Maps, Google Ассистент и даже загружать приложения через Play Store. Как и полностью электрический Nissan Ariya, новый Murano использует сенсорную панель для управления климатом. Контроль обогрева и вентиляции сидений теперь спрятан в меню информационно-развлекательной системы. Привычные кнопки исчезли. Передняя панель привлекает стильной отделкой, которая сочетается с серо-голубым пластиком под названием Murano Glass. Он плавно тянется над воздуховодом и панелями дверей, и в зависимости от освещения и времени суток немного меняет оттенок. Селектор передач теперь заменили кнопки, благодаря чему на центральной консоли появилось больше места для мелочей и подстаканников. Для зарядки гаджетов предусмотрели два порта USB Type-C спереди и еще два сзади, а на консоли есть беспроводное зарядное устройство для телефона. Система активного шумоподавления идет в базе на всех Murano. А вот аудиосистема Bose с 10 динамиками доступна только в более дорогих версиях. В базовой установлено только 6 динамиков. Nissan явно постарался сделать кроссовер максимально удобным для водителя и пассажиров. В топовой версии сиденья обтянуты стеганой полуанилиновой кожей, а в базе можно выбрать искусственную кожу с подогревом передних сидений. Впервые в новом Murano передние сиденья получили дизайн Zero Gravity. Это положение тела, имитирующее невесомость. Голова и ноги находятся на одном уровне, снимая нагрузку с позвоночника и равномерно распределяя вес. Проще говоря, даже в длительных поездках спина отдыхает, и чтобы комфорт был полным, предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж. Задние пассажиры тоже не остались без внимания. Солнцезащитные шторки и подогрев сидений делают поездку приятнее. А еще появилось дополнительное пространство для колен, передние сиденья стали тоньше, а расстояние между рядами выросло примерно на 6 см по сравнению с предшественником. Кроме того, множество доступных премиальных функций помогают сделать салон еще более комфортным, включая панорамный люк, проекционный дисплей и окружающее освещение салона на 64 оттенка. Объем багажника теперь стал чуть больше – 932 литра вместо прежних 909. Правда, это по американскому методу измерения, который считает пространство до потолка. Если сложить второй ряд сидений, он увеличивается почти до 1800 литров. Электропривод двери багажника уже идет в стандарте, а функция бесконтактного открывания доступна как опция. Новый Nissan Murano уже вышел на рынок Северной Америки. Базовая версия с передним приводом стоит от $40,5 тысяч, а полноприводная обойдется на 1000 дороже. А если хотите максимум комфорта и премиальных функций, топовая комплектация обойдется от $49 600. Безусловно, Nissan с обновлением Murano не торопился. Результат получился в целом продуманным.
Комфорт, современные технологии и приятный дизайн сочетаются неплохо, делая Мурано достойным кандидатом среди среднеразмерных американских кроссоверов. Жаль только, что Европа снова останется без него. Новинка обойдет старый континент стороной. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.